18 марта 2021 года, ровно 4 года назад, в мой наивный подростковый ум приходит идея адаптировать ставший тогда весьма популярный формат айсберга в игре Critical Ops. На момент, когда эта резвая идея захватила мой разум, никто в сообществе еще до этого не додумался. Поэтому, в отличие от других ютуберов, которые брали чужие наработки с Reddit, мне пришлось заняться созданием своего собственного прототипа. Конечно, на момент выхода первых серий он не был проработан полностью. А с тем учетом, что вселенная Critical Ops расширялась, и наше открытие вместе с ней тоже, то впоследствии мой айсберг рос и становился просто гигантским. Поэтому я решил выпускать видео по нему эпизодами. И озираясь сейчас назад, могу точно сказать, что все, о чем там была речь, и вправду оказалось лишь верхушкой огромного и безумно интересного мира, созданного вокруг, на первый взгляд, ничем не примечательной игры. И сейчас настало время вспомнить то, с чего все начиналось. Ведь именно эта рубрика дала старт всем остальным, и в основном именно с этой рубрики я начинал обретать популярность. И безусловно вы, мои преданные зрители, продолжаете меня помнить и ценить с тех пор, как впервые наткнулись в огромном пространстве ютуба на эти первые выпуски с кривым монтажом и убогой озвучкой. Целых 4 года ушло на то, чтобы собрать всю историю воедино и сейчас рассказать ее вам в финальной части легендарной рубрики под названием Айсберг Critical Ops. Да, фактов в финальной части собралось действительно очень много. Думаю, по хронометражу видоса вы уже это заметили. Поэтому на сей раз концепция айсберга будет не совсем стандартной. Я разделил свой рассказ на 4 главы, каждая из которых содержит лишь одну сферу фактов, чтобы было проще и чтобы факты не сливались в безумный поток информации, за которым очень сложно следить. Канал называется Микас, мы приступаем. Старая анимация кольта. Нынешняя анимация осмотра GSR 1911 была удалена из игры еще в 2016 году. После добавления глушителя у этого пистолета целых 6 лет была другая анимация осмотра, а в 2022 разработчики вернули в игру ту самую утерянную анимацию с вращением на пальце. Золотой скин. Еще очень давно среди игроков имел популярность миф о золотом скине на какое-то оружие, хотя это был скорее некий локальный элемент фольклора данной игры среди школот. Неизвестно, кто и на какой почве придумал это, но слух передавался в узких кругах игроками в пабликах в самой игре и в посвященных ей форумах в соцсетях. Насколько я помню, суть была в том, что, дескать, в игре при помощи команды или при помощи загадочных обстоятельств или при помощи какого-то ритуала можно было наколдовать себе скин из чистого золота. На какое именно оружие он должен был материализоваться, сказания разнились, но все были уверены, что этот мифический скин дает преимущество в игре, так как убивает с одного попадания и вообще чуть ли не подрубает читы. В процессе миф становился все более реальным, и у разработчиков золотой скин стал локальным приколдесом. Возможно, все началось, когда на карте отложенный рейс по определенном участке выброшенное оружие становилось золотым вследствие бага. Затем разработчик Зенклер на своем YouTube канале выложил видео, в котором у него были золотые пушки, что возможно
подтверждает теорию о том, что золотой скин действительно можно было получить командами, либо он был доступен только разработчикам. Кроме того, в Critical Strike Portable в файлах была найдена текстура золотого калаша. Так или иначе, во времена ивента Lone Wolf полулегендарный золотой скин был официально введен в игру. Называется он Gold Betsy на АК-47. И он стал действительно особенным, потому как это первый скин в игре, для которого разработчики добавили систему износа. Эмблема Fat Wizard. Эмблема впервые появилась в файлах на версии 1.39 бета. На эмблеме запечатлено лицо разработчика Fat Wizard, настоящее имя которого Сами Соронин. Значение эмблемы в файлах неизвестно, возможно, это было добавлено как пасхалка или просто секрет для дата-майнеров. Эмблему убрали в релизной версии 1.39. Типы пользователей. В ходе Critical Ops есть несколько ролей игроков. Вот они. К слову, модераторы были убраны из игры. Молотов и дикой. Гранаты, часто запрашиваемые игроками, но до сих пор не добавленные в игру, хотя их концепты разрабы демонстрировали на YouTube-канале уже достаточно давно. И даже в те времена в очередную операцию добавили эмблемы, изображающие персонажей с коктейлем Молотова и щитом, из-за чего можно было предположить, что это снаряжение совсем скоро будет добавлено в игру. Апдейт зажигательной гранаты внезапно анонсированы в 1.49. Рынок и трейды. Функция обмена, крафта, продажи и покупки скинов за внутриигровую валюту доступна с версии 1.46. Еще одна самая желанная функция для добавления в игру у сообщества с 2015 года. Ступени. Разработчики шутеров от первого лица всегда используют технику отсечения ступеней, чтобы уменьшить дергание камеры игрока при ходьбе по ней. В Critical Ops это делается с помощью коллайдеров. А на самых ранних макетах карт, например, как на старой версии карты наследия, вовсе вместо ступеней был гладкий подъем. Critical Ops Tactics. Арт, сделанный дизайнером КФ Ира в 2016-17 году. По его словам, он сделал это просто ради забавы. Однако нам интересен арт карты бюро. Точнее, даже неизвестной карты, похожей на бюро. Вполне может быть, что это одна из ранних версий карт Дивизион. Ведь, как мы знаем, их было несколько. И даже после релиза карты Дивизию в будущем полностью переделали. Контрастный Легаси. На раннем этапе разработки карты наследия еще тогдашний дизайнер карты Тим Спеннингс планировал сделать ее чуть более контрастной, но потом отказался из-за плохой видимости персонажей в темных местах карты. А выглядело это достаточно красиво. Ранняя версия CSGO. На ранней стадии разработки дробовика CSGO Critical Force планировали сделать прицел для этого оружия, но по каким-то неизвестным причинам в финальной версии мы его не увидели. Подобный прикол был и с оружием СА-58. На артах присутствовал коллиматорный прицел, а в самой игре его никогда не было. Концепты агентов. Мы уже изучали с вами давным-давно ранние концепты разработчиков, а недавно при добавлении обновленных персонажей в игру Force показали варианты того, как они могли бы выглядеть в других вариациях. Вот вам еще бонусом моделька из корейской версии игры Critical Ops Reload. Ассист. А вы знали, что для того, чтобы получить эту медаль, вам необходимо нанести врагу не менее 50 единиц урона? Ну а если вы нанесете меньше, то когда ваш тиммейт убьет врага, ассиста вы не получите. Достижения. Не все знают, но вообще-то у игры есть ачивки в Google играх. Их всего 5 штук, и почему-то разработчики не хотят добавить их чуть побольше. Еще один апдейт. Dream News недавно нашли в файлах предположительно новые достижения. Вот они перед вами на экране, можете посмотреть и остановить на паузу. Загадочный персонаж. Нами в файлах игры была обнаружена модель неизвестного персонажа, с первого взгляда напоминающий Lone Wolf, но это не он. Либо он, но его очень ранняя версия, потому что на этом персонаже куртка коалиции и маска просто черная, без рисунка, как у Джейси. Скорее всего, это действительно ранний концепт Lone Wolf. Наклейки и брелки. Данные косметические элементы для оружия впервые появились в игре CSGO, которая является идейным вдохновителем Копса. И, конечно же, немалую часть визуального контента Форсы берут оттуда. В том числе, помимо скинов и прочего косметического безумия, планировалось добавление стикеров и брелков. Вот как это могло выглядеть на примере P250. Концепт от Fat Wizard. Зеленые токены.
Еще один прототип непонятно чего. Зеленые токены могли быть введены в игру совсем недавно. Вообще непонятно для каких целей и что можно было бы приобрести за эту валюту. Скорее всего, они пришли бы на замену привычным нам синим токенам за выпадение дубликатов скинов при добавлении рынка и контрактов. Синяя валюта обвалилась и была удалена из игры, а как мы знаем, валюта зеленого цвета всегда самая устойчивая в подобных ситуациях. Возможно, еще форсы хотели привнести элементы из китайской версии Critical Ops, где было хуй знает сколько видов валют и каждый отвечал за свою механику. Вот такой вот неоднозначный концепт. Режим спасения заложников. Еще очень давно мы с Джозефом ковырялись в файлах бета-версии Critical Ops и нашли там массу интересного контента. Например, останки вырезанного режима со спасением заложников. Это тоже довольно известный гейммод прямиком из КС, такой же популярный, как и обычный диффуз. А учитывая факт, о котором вы узнаете в следующем уровне айсберга, а также что в первой игре от Critical Force CS Portable был этот режим. И сегодня мы поиграем в Crystallic Strike Portable. Зачем я это делал? Хуй его знает. Ты инвалид? Спецназу, да, я никак. Не трогайте, черт. Заткнись, это мой канал! На меня выше. На глаз. Стоп, ну ладно. Хера, хрен, я не стоп. Ты идешь? Давай, пошли. Это ты друг другу. Вот так вот, зверь. Пошли здесь. Нет, пошли. What? В Critical Ops он просто обязан был появиться. Разработка его действительно велась, причем довольно лих. К слову, официально нам в личном порядке это подтвердил сам Тин Спаддингс, так что если вы думали, что это все какой-то вброс, а я тут сижу говном по кафелю рисую, идите нахуй. Перед вами строка кода, отвечающая за пул карт, которые планировались под режим заложник. А еще строки с ролями и именами персонажей. А еще там есть сцена под названием «Самолет», и это точно означает, что карта Grounded изначально задумалась под заложников, и весь основной геймплей происходил бы внутри непосредственно самолета. Я про это уже подробно рассказывал в видео о реальном теракте, который предположительно стал прототипом сюжета карты «Отложенный Ри». Также там должен был находиться какой-то Димамен, Мать ебал разработчиков Critical Ops. зомби и русский. Возможно, я даже знаю, что означают эти роли. В Critical Strike в режиме выживания как раз были зомби и камикадзе-подрывники, которые бежали на вас бомбы, намереваясь подорвать вас вместе с собой. Напомню, что перед вами код одной из самых ранних бета-версий Копса. На тот момент даже название Critical Ops игра не имела. Этот проект планировался как сиквел успешнейшего CS Portable. Поэтому я считаю, что разработчики все-таки планировали перенести популярные режимы выживания и заложники во вторую часть игры. И да, у игры должен был быть более явный и интересный сюжет. Вот, например, одного заложника звали бы Велли или Верн Петр. А вот его модель, а его роль — директор внезапно бюро. Да, это должно было быть камео основателя компании Critical Force Вилли Пеки в качестве заложника. Ну и все отголоски, которые у нас остались от этого, это лишь картины на бюро. А ведь все эти бесполезные рожи могли бы стать заложниками в охуенном режиме, вырезанном давным-давно. Так что да, для этих режимов планировались продуманные персонажи. Вот именно некоторых. А также все миссии и карты были бы сюжетно обоснованы. Должна была быть какая-то одна большая история. И даже кат-сцена. Вы вообще там понимаете, сидите, нет? Какие грандиозные идеи, блять, планировались еще тогда на стадии бета. Какая-то сюжетная атмосферная игра должна была быть. И просто посмотрите, какую донатную дрочильню скинов мы в итоге получили. Что мы потеряли в угоду развития рынка? А это все из-за того, что на тот момент вышла CSGO со своими скинами и кейсами. И я считаю, что именно это повлияло на смену концепции Копса на поздних этапах разработки беты. Карта в России. Продолжаем ковыряться в файлах бета-версии Critical Ops. Это значит карты на бюро. Красные точки — это места действия карт, которые уже были добавлены в игру. А белые — это те, которые только планируются. И на старой, и на новой текстуре этой карты можно было заметить белую точку, которая находилась где-то примерно на территории Санкт-Петербурга. А это значит, что Critical Force еще на стадии бета-разработки планировали в будущем добавить карту места событий, которое находилось бы в России-матушке. Но, увы, так до этой идеи и не дошло. Принимая во внимание тот факт, что разработчики реально катались по всем странам и местам, по которым позже они делали карты, можно предположить, что и в Питер они тоже намеревались поехать. Что, в принципе, логично. Питер и родная для разрабов Финляндия находятся очень близко друг к другу и граничат по Финскому заливу.
В довесок к вашим разочарованиям, к разработке питерской карты все-таки возможно приступали. В файлах той самой беты была обнаружена моделька и текстура домофон. Да, очень обидно, но очень уже похуй. Хотя надежда еще есть, ведь с момента старта разработки Копса в 2013 году прошла куча лет, и за все это время даже после релиза разработчики выпускали карты из разных других стран. JCD Dubious. Жан-Клод Деко – это имя человека, который основал компанию по производству рекламных щитов на улицах Европы. Во время создания текстур для игры художник Critical Force Mika, чтобы не нарваться на авторские права, изменил название известной компании на свой ник, который означает «сомнительный». Золотой бык. Мы уже с вами много раз обсуждали значение пасхалки золотого быка с Плазы, но делали это относительно сюжета внутри игры. А оказывается, у этого быка есть богатый лор и в реальной жизни. Левел-дизайнер Tim Spannings изначально сделал модель этой статуи в качестве отсылки на обложку метального Рэп это, Кал, слушай металл. Стендом говно играй в Critical Ops. альбома финской группы Silhouette, барабанщик который был его корешем. И этот золотой бык стал у них таким локальным мемом внутри компании. Поэтому в будущем он стал появляться вообще везде, внутри игры и снаружи. Lone Wolf 2 пасхалка на Overhaul. Про эту пасхалку я даже снимал целое видео. Советую заценить полностью. Ебануться. Охуеть. Пиздец. Вы чё, блядь? Суть в том, что на карте Overhaul сразу после ее выхода нашли стикер, на котором написано, дескать, груз Джесси прибывает 8 января. Эта же дата и место были упомянуты на сайте в Laurel Mini. А еще на фоне тогдашнего Винтерфеста стоял Lone Wolf. Все это вместе была загадка от разработчиков, ответом на которую стало бы возвращение ивента Lone Wolf 2, собственно 8 января. Если бы все это не отменилось из-за трясок внутри компании. Оружие и ножи в реальности. Все прекрасно знают и понимают, что все оружие и снаряжение основано на реальных прототипах. Игра в принципе клонит к реализму. Про оружие в реальной жизни вы можете посмотреть моего коллеги Даргеймера. Ну а все ножи из игры я вам достал и показал совсем недавно. Картонный мужик. На карте отложенный рейс со стороны спавна террористов можно заметить вот этого мужчину. Ой, стоп. Не этого. Вот этого. Несмотря на то, что почти все текстуры в игре были взяты с бесплатных ресурсов, конкретно эта декорация является фотографией одного сотрудника Critical Force по имени Марк, проходившего стажировку в их компании. Да, вот так они относятся к стажерам. flym.com. Еще, разглядывая этого парня, я заметил внизу сайт, который он рекламирует. И этот домен действительно существует и ведет на сайт летного инструктора, человека, который вас и покатает, и научит кататься на самолете, при условии, что вы находитесь в США. Что примечательно, игровой аэропорт региональный и как раз обслуживает такие вот небольшие самолеты, и также находится в США. Вполне возможно, что разработчики связались с этим мужиком, чтобы получить консультацию для проработки деталей карты, возможно даже текстуры. Джон Бреннан. Факт про картины на карте бюро был еще в самой первой части Айсберга, и вам всем известно, что на них запечатлены реальные люди. В основном сообщество считает, что это фотографии разработчиков под вымышленными именами. Допустим, вот несложно догадаться, что это Вилли Пекарь, основатель компании, но у всех остальных я как-то не замечал на общих фотках Critical Force, и поэтому думаю, что на портретах все же не только разработчики, а кто-то еще кроме них. Например, одного из этих людей мне удалось опознать. Это 100% Джон Бреннан, 5-й директор ЦРУ, а как вы знаете, карта бюро это и есть штаб-квартира, собственно говоря, ЦРУ. Период его деятельности в спецслужбах совпадает с периодом временем разработки Critical Ops. Это 2013 по 2017 года. Так что такая пасхалка на лор коалиции и бюро в реальности вполне себе имеет место быть. Spannings и сыновья. Карты в игре это целый альтернативный мир, проработанный до мелочей. Например, во вселенной Копса существует множество брендов и фирм различной продукции.
продукции. И одна из них пивная марка Спеннингс и сыновья. Их напитки, например, реализовываются в кафе Амстердам, а в аэропорту Иллинойса висит их реклама. Само название — это пасхалка, конечно же, оставленная левел-дизайнером Тимом Спаннингсом на самого себя. Саундтрек на Italian Rush. В Critical Strike Portable на карте Italian Rush, а именно на спавне террористов из одного дома, можно было услышать вот эту композицию. Та же самая история перекочевала в Critical Ops. И это запоминающаяся мелодия, которая уже 10 лет играет в чьей-то квартире на карте Плаза, уже проникла в наши сердца. А еще я даже делал на нее кавер. Лого Critical Force на АК-47 в Critical Strike Portable. Если при помощи модов или лазания в файлах Critical Strike Portable развернуть текстурку калаша, то на правой его стороне, которую не видно от первого лица, мы увидим пасхалку от разработчиков и их логотип. А также я уже упоминал, что в файлах Critical Strike Portable находили модельку золотого калаша. Бюро — это штаб-квартира ЦРУ. Находится она в Лэнгли, штат Вашингтон. Смотрим плейлист карты в реальности. В связи с этим фактом лор игры становится намного глубже, интереснее и проработаннее. Причем Форсы в открытую никогда не говорили, что Critical Ops — это игра про политику и ЦРУ. Но так оно и есть. И теорий еще много. Карта на Бревере. Как вам известно, сеть пивоварен штата Иллинойс, основанных в 1905 году и ныне пребывающие в заброшенном виде, это база укрытия и тренировок группировки Бридж. В них входят пивоварня, рейд, склад и карта из обучения. И во многих местах можно найти следы их злодейских планов. Вот, например, разглядев эту карту, мне удалось найти реальную локацию, где расположилась карта Брэбери. И еще там куча всяких отметок, которые указывают на совершенно рандомные дома, улицы и места в реальной жизни. Что эти отметки означают, я так и не понял, но советую вам снова смотреть плейлист про карты в реальности, где я ковыряюсь с этой картой. Граффити Гитлер. Где-то на картах в игре есть неприметная граффити с фамилией одного известного австрийского художника. Координаты на отложенном рейсе. Еще одна неразгаданная тайна — это координаты, указанные на карте отложенный рейс. Ведут они на какое-то поле в реальном мире. Находится оно в штате Иллинойс, где также находится игровой аэропорт. Что они означают, мы так и не поняли. Координаты на рекрутском кейсе. А чтобы узнать про эту пасхалку, вам нужно посмотреть мое видео о них. Не просто же так я его снимал, правильно? Флаг на плече Кейда. Это флаг Акадианской Франции, бывшей французской колонии, которая находилась на территории современного франкоговорящего штата Луизиана. Народ, который там проживает и по сей день, называют каджунами. Так что, скорее всего, происхождение Кейда — это отсылка от Critical Force на известнейшего ютубера по Critical Ops Каджун X. Макларен. Пасхалка. На карте Source стоит спорткар Макларен, и на его номерах написано имя главного левел-дизайнера Critical Force. Ну а сам выбор марки автомобиля — отсылка на известного ютубера по Critical Ops, о котором мы еще поговорим позже. Фотка Найджела. В одном из трейлеров, посвященных Дню Валентина, Найджел скопировал свою фотку из соцсетей в Копсе. Теск. Тема гибели Теска уже не раз поднималась мною на моем канале, в том числе и в одной из серий Айсберга тоже. Теск, настоящее имя предположительно Кевин, это бывший член киберспортивной команды по игре Critical Ops под названием Gangsters. Почему бывший?
потому что он погиб. Информации очень мало в интернете, но официальная версия, также объявленная администрацией самой команды, следующая. Ударился головой об угол стола при падении, вызванного в результате сердечного приступа. На самом деле обстоятельства более чем загадочны, ведь до сих пор нет чуть более подробной информации о его смерти. А еще некто из сообщества Critical Ops после этой новости стал создавать фейковые аккаунты с ником Теско в Дискорде и писал различные оскорбления в его адрес, глумясь над его смертью. К сожалению, скринов не осталось, так как Найджел не оценил подобный мув и быстренько кинул все эти аккаунты, почистив чат. Но до сих пор непонятно, кому и зачем это понадобилось бы делать. И меня все чаще начала посещать следующая мысль. А что если это делал его заклятый враг из реальной личной жизни Теско, о которой мы вообще ничего не знаем? Интернет, конечно, место анархическое, и люди в нем собираются разные, но тем не менее я не верю, что какой-то рандомный чувак решает потроллить сообщество на почве еле известной новости о смерти какого-то там киберспортсмена по мобильной игре, просто так оскорбляя его и создавая кучу аккаунтов с его ником. Это уж похоже на какую-то одержимость. Цель этому, если и была, то намеренная и давно планируемая. Во всяком случае, так говорит сама логика происходящего. А если у Теско были враги, которые после его смерти ликуя оскверняют его честь, то что если его смерть не была несчастным случаем? Ведь опять же, из всех официальных подробностей у нас есть только пост сообщества Гангстерс. Все это выглядит очень загадочно, и, признаться честно, у меня такое чувство, что товарищ Джозеф, который мне помогал искать факты, нечаянно наткнулся на какую-то жесткую кроличью нору. Ведь 3 года назад, когда я впервые освещал эту историю, я особо не придал значения этим сообщениям и фейковым аккаунтам, на которые я тоже в свое время натыкался при создании видео. Мин Ли и Critical Force. Мин Гузман Ли — это разработчик оригинального мода на Half-Life под названием Counter-Strike. Именно он и его приятель Джесс Клифф создали Counter-Strike, и именно с них началась история всех соревновательных шутеров. После того, как популярность Counter-Strike взлетела, Valve Software решил обратиться к команде Counter-Strike с предложением о приобретении прав на игру в 2000 году. Впоследствии Мин Ли работал в Valve над всеми продолжениями серии Counter-Strike, а также над некоторыми другими играми Valve на Source. Но что самое интересное, создатель оригинального Counter-Strike участвовал в разработке Critical Ops. Это было еще в 2013 году, когда Вилли Пека ушел во временный отпуск и назначил руководителем тогдашнего менеджера студии Влада Пику. Все, короче, я заебался. Поеду в отпуск. Владос, все хозяйство на тебе. Бля, да ну в пизду. Веля, пекарь съебался. Ща все по красоте сделаю. Позову-ка я разработчика КС и тихонько у него все попизжу. Да вы че охуели? Я занят своей игрой. Тот, в свою очередь, имея связи в Gold Source Valve, пригласил оригинального создателя КС Мин Ли. А в это время Мин Ли создавал свою игру Tactical Intervention и помогал Critical Force с 3D-активами персонажей, оружия, звуков и анимаций. Он также предложил сделать игру на Source, но Critical Force приняла эксперимент и выбрала Unity. Хотя он не принимал непосредственного участия в процессе разработки и работал в качестве консультанта, его вклад оказал значительную поддержку проекту. Несмотря на то, что игра все еще находилась на стадии альфа-тестирования, ее отточенное исполнение и дизайн получили положительные отзывы. Tactical Intervention. А теперь поподробнее обсудим игру, которую Мин Ли разрабатывал параллельно с работой над Critical Ops. Тактическое вторжение — это игра, которая должна была показать то, каким именно должен был стать Counter-Strike по изначальным задумкам Мина Ли. Конечно, игру эту не поняли. Там были гранатометы, собаки, лазание по канатам, щиты, погони на транспорте, и все это с кривой физикой и не менее кривой реализацией. А все это из-за проблем с бюджетом и жесткой нехваткой рабочей силы. Поэтому отзывы у Tactical Intervention после выхода были крайне печальны.
Именно поэтому... Мне кажется, что ведя разработку Critical Ops, он хотел реабилитировать мнение о своей игре, исправив ошибки. Почему я так думаю? Да потому что когда я сказал, что Min Lee помогал Critical Force с элементами их игры, это означало, что Ли буквально брал ресурсы и файлы Tactical Intervention и делал из них Critical Ops. Если вы посмотрите, как выглядели ранние версии Critical Ops, вы в этом сами убедитесь. Полностью весь арсенал, в частности ранние модельки Юратио, АКМ М4 и даже старого складного дефолтного ножа Extreme Ratio были скопированы в Cops, в том числе анимации и звук каждого оружия. Ну и карты по стилю очень похожи, а вот о них поподробнее. Помощь других разработчиков. Итак, еще раз. На этапе разработки Critical Ops из-за недостатка кадров в Critical Force тот самый Влад Мику, который временно возглавлял компанию в 2013 году, попросил помощи у знакомого ему Мина Ли. Тот, в свою очередь, помимо своего собственного участия, порекомендовал дизайнера карт Бена Клебера, который впоследствии присоединился аутсорсом к разработке игры. И именно благодаря ему мы получили такие потрясающие карты, как Барселона, Амстердам, Grounded и карта из обучения. Моей основной задачей в Critical Ops было создание художественного оформления и контроль за разработкой окружения, а также системы оружия и скинов. Другие разработчики, такие как Team Spannings, допиливали за ним все, что он сделал. Бен Клебер вместе с Мином Ли разрабатывали Tactical Intervention, создавая для нее карты. И неудивительно, что по стилю они идентичны картам из Critical Ops. ЦРУ. Итак, мы уже точно знаем, что Critical Ops — это игра про ЦРУ, так как главная база игровой спецслужбы коалиция в реальности и есть штаб-квартира этой секретной госорганизации. А что же из себя представляет Центральное разведывательное управление в реальной жизни? ЦРУ — независимое агентство федерального правительства США, основной функцией которого является сбор и анализ информации о деятельности иностранных организаций и граждан. Хочу, блядь, сказать этому ебаному Обеме, нахуй.
Хули ты сюда лезешь? К русским на! Но это на поверхности. На самом деле там есть куча иных секретных ответвлений, которые становятся известны миру только после рассекречивания документов спустя десятилетия. Например, мир потрясли некоторые рассекреченные операции, проводимые ЦРУ с 50-х годов прошлого столетия, под такими кодовыми названиями, как «Пересмешник», в результате которой большая часть мирового СМИ подконтрольна правительству США, через которое оно может внедрять свои интересы в массы, операция «Полуночный оргазм», когда ЦРУ экспериментировали над людьми, упарывая их ЛСД, пытаясь создать сыворотку правды, операция «Нордвудс» по убийству своих же граждан для оправдания войны в Кубе и еще огромное количество подобных мероприятий под грифом «секретно». Само собой, подобный бэкграунд реальной государственной структуры, легшей в основу игровой, меняет отношение к игре и создает почву для теорий, которые мы обсудим позже. Новые игры от Critical Force. Вы знаете про такие проекты, как Critical Strike Portable, Critical Mission Space и Company of Tanks. Это все ранние игры разработчиков, но на протяжении уже 9 лет единственной и флагманской игрой у них остается Critical Ops, а все остальные проекты вообще перестали поддерживаться. 9 лет компания Critical Force ведет разработку только одной игры. И, к сожалению, на качество этой игры данный факт никак не влияет. Но, наконец-то, при очередной смене директора разработчики объявили о начале создания. Одна из них — пресловутая Backup Protocol, которая должна стать первым серьезным проектом Critical Force на уровне с Valorant или даже Cyberpunk. А пока ведется ее разработка в режиме строжайшего неразглашения, Force успели выложить и удалить несколько паршивых и дешевых игр в Play Market. Например, такие AAA тайтлы, как Bomb Dash, Tumble Troopers Shooting Game и Danger Duties Shooting Stars. Прошлое Вилли Пеки. Основатель компании Critical Force Вилли Пека Пиранин до своей основной карьеры сначала был рок-музыкантом, потом, как полагается всем финнам, хоккеистом, затем сотрудником еще одной известной финской компании по разработке мобильных игр Supercell, после чего уволился оттуда и наконец основал свою компанию. Игорь Левочкин. Сейчас факт, с которого вы офигеете. Многие зоозащитники утверждают, что Standoff 2 конкретно на пространстве СНГ обогнал Копс по популярности еще и потому, что у Standoff русские создатели, а значит, игра ближе по духам к игрокам из России. Оттого и такой бешеный успех и затмевание собой Critical Ops и других конкурентов. А что если я скажу, что Critical Ops изначально тоже могла бы стать игрой от русского разработчика? Знакомьтесь, Игорь Левочкин, известный русский разработчик игр на C++ и Unity. Именно он впервые начал реализовывать задумку портировать Counter-Strike на другие платформы. Первый его успешный проект — браузерный порт CS 1.6, который назывался Critical Mission SWAT. Игра сразу стала очень известной и популярной, а Игорь тем временем стал креативным директором только что сформировавшейся команды Critical Force, которая тогда еще называлась On Mars Studio. Так, вместе они вели дальнейшую разработку, сделали мобильный порт, выпустили DLC про космос, но в один прекрасный момент Игорь потерял мотивацию работать над CS Portable, начав создавать другие проходные браузерные игры, например, такие как Track Racing Online. Ну а дальше судьбу прекрасной игры Critical Strike вы знаете. В 2017-м перестали поддерживать сервера, и игра была удалена с площадок. Однако ее код еще тогда был выложен в открытый доступ, и поэтому еще во времена, когда игра функционировала официально и даже после, сообщество создавало кучу разнообразных модов и аддонов, текстур паков, скинов, кастомных режимов, портов карт из CS 1.6 и карт, созданных игроками специально для CS Portable. Мало того, по КСП начали проводить полноценные турниры. Игорю Левочкину удалось создать целый игровой феномен. Настолько народная игра, что каждый мог сам себе мастерить геймплей. И любовь энтузиастов к гибкому коду Critical Strike Portable сохранилась до сих пор, чему свидетельство бесконечные ремейки и клоны на базе КСП.
КСП. И вообще, игра, по которой вы смотрите видео, изначально запускалась командой Critical Force как сиквел CS Portable. И только поэтому у Копса на заре своего существования появился такой резонанс, потому что тогда все кругом ждали появления CSP 2, в котором игроки ждали появления полноценной ранговой системы, матчмейкинга и, наконец, официальных турниров. Так что можно сказать, что именно Игорь Левыч, наш русский человек, стоит у истоков становления компании Critical Force, а Копс — это наследие его начинаний. Суд с Маклареном в 2022 году проходил чемпионат мира по Critical Ops под названием Critical Ops Worlds. Победителями чемпионата вышли СНГ команды RGN и Team Elevate. Но из-за известных причин денежную награду получить было крайне проблематично. Тогда-то на сцену и вступил некий Макларен. Он же ютубер и очень хитрый еврей по натуре, но араб по гражданству. Он выступал в качестве посредника в получении выигрыша по просьбе команд. В момент, когда Critical Force перевели ему деньги, он сообщил об их получении и пропал. Началась настоящая паника. Все новостные паблики по Копсу были заполнены этим случаем. Команда на серьезных щах собирается обращаться в суд Дубая, и для иска им необходимо участие Critical Force. Подробнее об этом курьезе вы можете узнать из моего видео. Художественный фильм «Спиздили». Дудос Геймонархи. В октябре 2014 года хакерам, предположительно Геймонархи, это форум начала десятых, который предлагал людям купить читы в Call of Duty, Crossfire, Combat Arms и прочих играх, удалось провести атаку Critical Strike Portable, в результате чего игра стала неиграбельной. Игроки в многопользовательских мирах застревали под картой и получали сообщения с требованием войти в Геймонархи, чтобы играть на защищенных серверах. В конце концов, Critical Force Entertainment опубликовали уловку, чтобы заставить преступников громче заявлять о своем успехе. Тем самым компания точно убедилась, что взлом провели именно они, а затем с помощью полиции смогли выследить хакеров, и тем самым остановив атаки на сервера Critical Force. Эта атака отменила третий на тот раз стартовый кубок ESL, и помимо всего прочего стала еще одной причиной прекращения поддержки серверов Critical Strike Portable. Реальные теракты. По необъяснимым причинам некоторые террористические атаки в реальной жизни местом, временем или группировками напоминают сюжеты игры. Например, катастрофа рейса 965, который стоит на Граунде. Там же самолет, который был захвачен в Марсельском аэропорту и освобожденный штурмом оперативниками GIGN, французским спецназом, легшим в основу игрового. Или, например, в 2017-м, спустя 4 года после выхода карты Плаза, рядом с официально подтвержденными разработчиками координатами расположения прототипа этой карты в реальности прогремело несколько взрывов, и 5 террористов напали на Каталонию. Про все это я снимал видео, рекомендую к просмотру плейлист «Закулисье Critical Ops». Секретные корпорации. В мире Critical Ops существует несколько секретных организаций, которые так или иначе влияют на лор игры. Critical Force вводили их в сюжет вместе с различными ивентами. Конечно же, всю эту конспирологическую шизу мы сейчас разбирать не будем, а просто быстренько пробежимся. Тем более, что про эти секретные корпорации я наснимал целый плейлист теорий. Taurus Project. Также название одноименного ивента, во время которого в игру ввели карту Ангар. Предположительно, люди, работавшие над проектом Тауруса, изобрели машину времени и отправились с ее помощью в прошлое во времена таких ивентов, как Буконьеры, Dickles and Dragons и Дикого Запада. Но на лабораторию, в которой производились исследования и испытания, напали террористы из Бридж. Корпорация X. На самом деле название это мы придумали сами, потому что ничего о ней, к сожалению, не известно, и Critical Force уже, видимо, забросили эту идею. Суть в том, что это предприятие общественного питания, возможно, работало над созданием сверхчеловека, создав вирус, которым заразился оленеголовый маньяк и все, кто после попадал на карту Пьюрифи. А на самой этой карте, где-то в ее подвалах или за этими створками, вполне вероятно располагались секретные лаборатории, в которых и был создан этот мутаген. Зараженный вирусом бедолага обретает нечеловеческую силу и выносливость, а еще вирус делает своего носителя практически бессмертным. Однако он с таким же успехом разрушает остатки сознания жертв, превращая ее по сути в зомби. Лон Вульф тоже вполне себе может быть носителем вируса,
ведь он практически неуязвим и является самым сильным и живучим персонажем игры. Однако Джесси, скорее всего, был заражен каким-то другим штаммом, ведь он сохраняет сознание и особо не выглядит как мутировавший бомж с огромными опухолями. Legion Corporation. Корпорация Legion с радостью предоставит вам возможности для тренировки ваших навыков, независимо от того, к какой фракции вы принадлежите. Это означает, что в Legion действуют строгие правила, и территория является нейтральной. То есть вам не разрешается вступать в конфликты на территории Legion. Получается, что это какая-то влиятельная организация для подготовки бойцов из разных фракций. Возможно, все агенты, включая Лон Вульфа, это элитные солдаты, натренированные в стенах корпорации Legion. Ну и последняя корпорация — это корпорация, которая производит рекрутские кейсы, крупный поставщик оружия в мире Critical Ops. А еще, скорее всего, они поставляют вооружение не только коалиции и правительству, но и контрабандой группировки Breach посредством подставной фермерской фирмы Golden Ox, но об этом вы уже много раз слышали на моем канале. Зомби. В крайнем хэллоуинском обновлении разработчики впервые за 4 года обновили режим Manhunt, гордо обозвав его Manhunt Zio. Новая глава дала больше подробностей о происходящем в злополучном водоочистительном заводе Purify. После поимки Оленеголового оперативники коалиции были отправлены на водоочистительную станцию, чтобы убедиться, что там не осталось ничего опасного. К сожалению, во время операции произошла утечка газа из одного из клапанов. Из командного пункта поступил приказ об эвакуации. С прискорбием сообщаем, что один из оперативников не вышел на связь, и из-за отсутствия необходимого оборудования и небезопасного состояния объекта мы не смогли связаться с ним. Некоторое время спустя агенты из Центра управления обнаружили это на записи с камеры видеонаблюдения. После анализа имеющихся видеозаписей было подтверждено, что существо — это пропавший оперативник. Несмотря на множество травм, оперативник по-прежнему жив и способен передвигаться. Хотя он, похоже, забыл, как обращаться с оружием, он не менее смертоносен. Наши агенты смогли подтвердить, что у нежити нечеловеческая сила. Согласно теории, воздух в водоочистной установке после утечки газа содержит ранее неизвестные соединения элементов, которые пробуждают инстинкты у умерших людей. Тело оперативника необходимо доставить для осмотра и медицинского анализа. Мы получили план объекта от предыдущего владельца. Наши агенты отметили на плане определенное место тайники с оружием. Мы не смогли установить личность владельца тайника или источник оружия, но в таких чрезвычайных обстоятельствах мы разрешили нашим оперативникам использовать все, что они найдут. Тайники расположены рядом с синими фонарями. Отряд коалиции был отправлен на объект, но с тех пор мы ничего о них не слышали. Что бы ни случилось, мы надеемся, что они продержатся до прибытия подкрепления. Если случится худшее, мы не можем рисковать и терять еще больше оперативников. В общем, нам теперь известно, что вирус распространяется по вентиляции в виде газа. А еще интересный акцент на предыдущем владельце завода Purify. Откуда у обычного директора водоперерабатывающего завода такой арсенал? Мне кажется, я был прав, когда предположил, что в застенках богом забытого, заброшенного, трижды в хуй никому не нужного вонючего обветшалого предприятия скрывается секретная лаборатория, в которых как раз работала та самая секретная корпорация, создавая таких спортсменов, как Дерскул и Лон Вульф. И как раз их деятельность объясняет наличие на территории солидного арсенала. Ведь работая над созданием бесконтрольного сверхсильного уберменша, всегда существовала высокая вероятность, что подопытный вырвется из пут своих мучителей и раздает зверских пиздюлей всему персоналу. А еще потом до кучи сбежит в город, и весь нормисный мир узнает то, что создатели корпорации не хотели бы разглашать. И вся секретность данной корпорации поскачет по пизде. Именно для предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций у этой организации должна была быть своя охрана или группа быстрого реагирования, а у них в свою очередь достаточно оружия и боеприпасов для подавления. Но дела у них все-таки полетели по пизде, ведь Дерскул, сука, удрал от них. Коалиция злодеи. А с чего вы вообще взяли, что Брич — это террористы? Если принять во внимание те самые преступные секретные операции ЦРУ в реальности или секретные корпорации с экспериментами на людях, которые тоже могут принадлежать им, то к коалиции возникают закономерные вопросы.
вопросы. Теория в том, что коалиция — это шпионская организация США, которая зашла слишком далеко, практически оккупировав весь мир. Сами посудите, у коалиции есть агентура и доступ практически во всех крупных странах. Ну а Бридж — это группировка революционеров, то есть тех, кто противостоит преступным методам коалиции. Само по себе слово «бридж» переводится как «прорыв», и в этом названии прослеживается как раз такое бунтарское настроение, то есть их мотивы не связаны с религией и прочим, как в реальности. Заметьте, что Бридж всегда борются именно с коалицией и ни с кем другим. Возможно, они хотят открыть миру глаза на злодеяния коалиции и раз и навсегда свергнуть их власть и влияние над миром. В подтверждение этой дерзкой теории могу привести официальные эпизоды, указывающие на коррумпированные действия командиров коалиции. Это сюжет карт Ссоры Костелло, про который я снимал видео. Опубликован он был на официальном сайте. Суть в том, что этот дворец принадлежит одному зажравшемуся командиру коалиции, и Бридж совершает на него рейд после того, как выгнали его же из отеля на карте Совар. Этими действиями Бридж хотят привлечь внимание общественности к этому вопиющему беспределу, так что сюжеты терактов на других картах могут быть завязаны на этом же мотиве. Личности агентов. Не меньше интерес вызывает недавно добавленные персонажи Кейт и Карма, а именно их судьбы и предыстории, покрытые мраком неизвестности. Учитывая предыдущую теорию о том, что коалиция на самом деле не те, кем себя демонстрируют в глазах общества, выдвину несколько предположений. Мне почему-то кажется, что Карма раньше работала в коалиции, но затем, узнав о творимых ими бесчинствах, не только разочаровалась в своих работодателях, но и приобрела твердое намерение любой ценой пролить свет на преступления государственной структуры, а также остановить их работу раз и навсегда. Именно поэтому она сбегает от мести коалиции и создает свой отряд сопротивления, который тоже может состоять из бывших сотрудников коалиции, и сквозь долгий кровопролитный путь все-таки врывается в главное здание штаб-квартиры своих бывших работодателей, косвенно подтверждает мотивацию Кармы Партак на ее плече. Обычно люди набивают татуировки не просто так, а наделяя их символизмом. Во многих культурах весы — это символ правосудия, справедливости и покарания тех, кто действительно виновен. Ну а сам псевдоним Кармы вам о чем-нибудь говорит? Это карма, которая должна настигнуть коалицию. И все эти детали очень хорошо гармонируют между собой. Форсы хоть и не добавили внятной предыстории этим людям, но оставили множество намекающих деталей в их дизайне. Винни. Ну а данный персонаж, относящийся к фракции Бридж, является создателем всех скинов в игре. Именно он продает вам кейсы с разукрашенными пушками. У него есть свой лор, прописанный на сайте, и даже отдельный комикс. Разборы всего этого добра, конечно же, есть у меня давно на канале. И, наконец, это все, о чем я хотел вам рассказать. Продолжать искать факты лично я уже не вижу смысла, ведь, если вы заметили, то большинство из них относятся либо к эпохе Альфы, либо к еще более давним временам. Critical Ops, к моему глубокому сожалению, каким бы потенциалом ни обладал, но все же за 10 лет существования полностью исчерпал самого себя. Да и к тому же мой личный энтузиазм, связанный с этой игрой, да и с творческой деятельностью на ютубе, уже окончательно потух. Но тем не менее, мне было приятно напоследок объединиться с теми людьми, с которыми мы уже несколько лет горели общими интересами и лихорадкой открытий, и снова предаться на время этой приятной ламповой, но, к сожалению, безвозвратно ушедшей атмосфере. Когда я только начинал заниматься ютубом в 2019-м, и когда только вышла самая первая серия айсберга Critical Ops, я был еще беспечным школьником, на дворе была весна, нет никаких смертельных вирусов, из-за которых мир переменился в худшую сторону, моя страна не воюет со страной моих друзей, а сам я ментально и физически здоров, полон силы и энергии, да и вообще как-то подозрительно все вокруг прекрасно. Но я продолжал заниматься творчеством и вести канал, несмотря ни на что, даже на то, что мир, каким я его знал и ценил, полностью рухнул в моих глазах. Я столько всего пережил, при этом оставаясь в сообществе. Вот потом и говоришь, что Critical Ops — это всего лишь убогий клон КС на мобилках. Дело-то не в игре, дело в фантазии, творчестве, желании самовыражаться, ну и, конечно же, в людях. Сколько талантливых
и просто интересных людей я повстречал, ведя канал. Этим фильмом я хотел отдать уважение всему сообществу, ну и самому себе, своему детищу. Это, черт возьми, 9 лет из моей жизни. Кто не понял, да, я прощаюсь с Critical Ops'ом и, возможно, с каналом. Потому как банально мне просто все это уже перестало быть интересным. Я вырос, изменился. Изменились мои увлечения и взгляды на жизнь, а еще опять же изменился сам мир. Но это не значит, что я пропаду навсегда. Рано или поздно мне снова приспичит режиссировать подобные мини-фильмы, но уже, конечно же, в других сферах. И сейчас, наконец, загружая этот прощальный видос, я чувствую невероятное облегчение. Будто я закрыл все гештальты и отпустил прошлое, в котором мне было комфортно и очень уютно, ради будущего, в котором, я уверен, если буду стараться, меня ждут самые великие успехи, чего желаю и вам, мои дорогие подписчики. Может, еще увидимся, но в любом случае я рад, что дарил вам эмоции и, возможно, даже вдохновлял на какие-то свершения. На этом я с вами, ребята, прощаюсь. Меня звали Микас. Спасибо вам за все.